В детстве многие проводили летние каникулы у своих родственников. Деревня, речка, друзья – классное сочетание для незабываемых воспоминаний. Главный герой запомнит это лето на всю жизнь. К вашему вниманию рассказ. Все о змеях и где они обитают. У моей тети Тани есть многовековой секрет красоты. Он очень эффективный, но ужасно отвратительный. Тетя Таня всегда была немного с причудами. Она жила вдали от людей, примерно в 30 километрах от того, что я мог назвать цивилизацией, и компанию ей составляли только змеи. Мама всегда уверяла, что тетя Таня никогда не проявляла интереса ни к каким животным, не то что к рептилиям, лет до 35. И ее неожиданная одержимость змеями стала сюрпризом для всех родственников. Я же напротив гордился тем, что моя тетя змеиная королева. Представьте мой восторг, когда перед началом летних каникул она спросила, не хочу ли я приехать к ней на все лето и узнать о змеях все. Мама помогла мне собрать чемоданы и посадила на ближайший автобус. Уже через 3 часа я махал тете Тане рукой, которая встречала меня на вокзале. До дома тети мы еще час ехали по ухабистым дорогам, и краем глаза я замечал, как из ее рта время от времени высовывался раздвоенный змеиный язык. Нехило у меня разыгралось воображение. Первым делом, как мы приехали, она отвела меня в комнату с рептилиями. Там был настоящий террариум, от пола до потолка тянулись стеклянные резервуары, заполненные разной живностью. Кобры, питоны и даже гадюки, просто потрясающе. Следующие 3 недели для меня послужили настоящим уроком выживания. Мы ходили на охоту, ремонтировали хижину и часами кололи дрова. Самое классное начиналось под вечер, именно тогда, уютно устроившись возле камина, она рассказывала мне о змеях. Эта женщина была просто ходячая энциклопедия, она показала, как добывать их яд, как определять их разновидности, вообще все. Но с течением времени она начала казаться какой-то истощенной. Ее кожа потеряла свою былую упругость, и она все чаще высовывала язык, словно она так много провела времени со змеями, что их повадки передались ей. Мое пребывание у тетушки подходило к концу. Я чистил огромный резервуар в задней части комнаты, когда раздалось громкое шипение. «Вот дерьмо», — подумал я, одна из змей выползла на свободу. Я выбежал из комнаты и наткнулся на тетю Таню, она выглядела совсем иначе. Ее кожа стала серой, и она отслаивалась огромными кусками, волосы почти полностью выпали. Ей приходилось прикладывать неимоверные усилия, держась за бак, чтобы оставаться в вертикальном положении. Когда я сделал шаг по направлению к ней, она снова зашипела и открыла рот. Он стал открываться все шире и шире, походя на пасть безобразного чудовища. Она запрокинула голову вверх, и из отверстия, которое когда-то было ртом, выскочил целый и невредимый череп. За черепом тянулся позвоночник и главные органы, легкие, бьющееся сердце и, по всей видимости, какие-то части нервной системы. Когда оболочка, некогда бывшая телом, опала вниз, скелетообразное существо выползло из-под ее кожи. Я с отвращением отступил назад к стене, а тетя Таня скользнула ко мне ленивым зигзагом, ее органы волоклись за ней сзади. И тут до меня дошло, откуда взялось ее спонтанное увлечение змеями. На самом деле это уже была не тетя Таня, а то, что от нее осталось, она превратилась в змеиное чудовище. Вероятно, как и у змей, у нее начиналась линька, и она сбрасывала кожу, тем самым омолаживая себя. Глядя на все происходящее, я стоял испуганный, неспособный пошевелиться, с ужасными мыслями в голове. Если это существо линяло и меняло кожу, это значило, что после всего этого тварь будет ужасно голодна, и я здесь не только для того, чтобы больше узнать о змеях. Можно ли винить парня за его любовь к знаниям? Открыв ящик Пандоры, будь готов к тому, что притаилось на дне. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Мне нравится читать ваши мысли, и это помогает каналу. До новых встреч!